Всем привет. Привет, привет. Меня слышно? Да, а меня? Да, слышно хорошо. Давай немножко подождем, наверное. Как твое утро? Замечательно. Кофе выпила. А я в процессе. Ваше здоровье. На самом деле, я свое тоже уже допила практически. Ну что, давай, наверное, начнем с темы эфира. Про что мы сегодня будем говорить? А я вроде написала, но я не прикрепила. Не видно. А говорить мы сегодня будем про доверие специалистам и почему не работают некоторые курсы. Привет! Привет, Катя, привет, привет. Это такая отличная тема. Я думаю, мы на нее натолкнулись не просто так, именно потому что мы сейчас пытаемся, я уже зрителям поясняю, потому что мы пытаемся продвигаться на просторах интернета, и это оказалось не так просто, как может показаться на первый взгляд. То есть если вы хотите идти экологичным путем, без закупки ботов, накруток, giveaway и всего остального, на самом деле рост аккаунта – это практически нереальная какая-то вещь, и мы задумались, собственно, о том, почему это происходит, и почему люди, которые приходят на страничку, они обычно не подписываются, а что-то смотрят, лайкают и уходят. Ну, даже не пытаясь каким-то образом покоммуницировать, хотя мы все время пытаемся вывести на какое-то взаимодействие с нами, потому что мы бы и рады чем-то помочь, но просто никаких запросов в данный момент не поступает. И в результате мы выглядим как такие лекторы, которые читают лекторы без практического материала, что не есть хорошо, потому что на самом деле цель как раз нашего паблика не быть лекторами, а именно давать практику и именно помогать разбираться с практической стороной вопроса. Какого вопроса конкретно, это у всех разные. В принципе, вы можете посмотреть по ссылке, которая у нас прикреплена, какие мы проводим консультации, соответственно, из этого понятно, какие вопросы мы вам можем помочь решить. Вот, Юля, извини, я тебя перебила, продолжай. А я хочу рассказать, почему, собственно, это все происходит, потому что огромное количество сейчас курсов, которые не дают практической пользы. Это мы затронули в нашем последнем посте. Люди приходят на какие-то курсы, что-то там делают, узнают, может быть, какую-то информацию о себе новую, узнали там, что у них, ну, если это брать астрологию, архетипический портрет, ну, в архетипическом портрете чаще всего встречаются добросовестные специалисты, потому что многих из них я знаю лично, те, которые недобросовестные, вполне возможно, уже отвалились. Они что-то рассказывают, говорят вам, какой вы классный, какой вы замечательный, но практически пользы не несут никакой. Человек пришел на эти трансформационные курсы какие-то или марафоны, прошел один, второй, третий, ничего не получил. И дальше разочаровывается и думает, что все это фигня, и больше он в это не верит. Хотя на самом деле рядом, может быть, где-то находятся люди, которые вполне могут помочь. Вот. Ну, то есть обычно не даются как раз практические шаги, ты имеешь в виду? Ну, по крайней мере, в моей сфере очень много таких специалистов, которые не дают, да, практических шагов. Ну, это вот то, что я говорила, то, что есть лекционный материал, но нет его практического применения. Это все, конечно, прекрасно, что я про себя знаю, что там у меня хорошо идет одна, вторая, третья сфера, но как по факту мне этим воспользоваться, мне, как правило, никто не рассказывает. И вот как раз, когда я приезжала в Россию, и ты сконсультировал меня, получается, по моему архетипическому портрету, плюсом здесь было то, как раз, что мои навыки целеполагания, выстраивания вот этой перспективы на будущее, оно мне помогло, потому что ты мне говоришь, что у тебя хорошо получается вот это. Я такая, ага, в моей карте на ближайшие 20 лет я могу это поставить вот сюда, вот сюда и вот сюда, и воспользоваться этим для того, чтобы идти быстрее, двигаться быстрее. То есть вот именно в соединении это работает идеально.
Но я так понимаю, вот это соединение, оно сложное, потому что человек, который занимается архетипическими портретами, вряд ли занимается целеполаганием, бизнесом, финансами, я не знаю, реализацией каких-то вот этих вещей. То есть обычно это специалист немножко другого профиля. И в этом появляется сложность, потому что ты можешь рассказать, что делать, ты можешь проанализировать психологическое состояние человека, рассказать ему, как чувствовать себя лучше, но рассказать ему именно жизненную ситуацию, как улучшить свое положение, предположим, каким-то образом, как стать увереннее именно в действиях, в шагах, это уже, конечно, сложнее. Поправь меня, если я не права. Ну, у нас, да, то есть мы рассказываем чаще всего, мы как, ну, как психологи анализируем, какие есть у человека проблемы, мы точно, то есть через архетипический портрет, через астрологию можно точечно гораздо быстрее увидеть, в чем состоит проблема, потому что через, например, классическую психотерапию можно копаться достаточно долго, прежде чем понять, что, ну, в чем проблема, собственно. Через вот этот портрет, через архетипы гораздо быстрее видно, где вот сама суть проблемы. Но чаще всего дальше требуется помощь, например, сексолога, гипнолога, еще кого-то, там, Еще более коуча. узких, да? Да, то есть более узкие специалисты. Я в свое время столкнулась с такой проблемой, потому что ну, мне непонятно было. То есть я изначально, когда начала изучать портрет, я могла рассказать человеку, в чем его проблема, но мне не хватало вот этого, чтобы рассказать ему дальше, что делать. А каждый раз отправлять к другому специалисту, ну, как-то тоже мне не очень нравилось. То есть мне хотелось конкретно на месте решить проблему. Поэтому я начала изучать какие-то другие дополнительные специальности, но все равно, скажем, я не могу глубоко копать, например, в нейробиологию, потому что мне это не очень интересно. Вот. Ну вот, прям в самое сердце. Ну, у нас с тобой разные направления. Но, то есть, я глубоко в это копать не буду. Я возьму какие-то некоторые методики. То же самое я применяю в своей практике, там, какие-то гештальт-терапию, еще другое. То есть, есть определенные практики. Но если вот более глубоко человеку нужно, да, применять все-таки вот, да, по целеполаганию, то есть то, чем занимаешься ты. Специалист всегда... Но я еще вот хочу сказать по поводу курсов. Я знаю, почему они часто не срабатывают, особенно в виде марафонов. Почему так тяжело людям, в принципе, воспринимать марафоны. То есть, да, есть доля некачественного просто продукта, который делали из серии «Я сделал, а вы там сами как-нибудь уже подумайте, как вы его будете применять в жизни». Но другая сторона – это то, что касается восприятия нами информации. То есть, как правило, вот такие марафоны, они проходят не в виде лекций каких-то или прямых эфиров, именно с видео, они проходят в аудиоформате. В чем минус аудиоформата? В том, что мы 80% информации, которую воспринимаем, когда нам кто-то что-то говорит, это невербальные знаки, то есть как я размахиваю руками, как я там, не знаю, прищурилась, какое у меня выражение лица в этот момент было, люди именно так воспринимают полностью информацию. Соответственно, когда вы получаете только аудиоматериал, вы можете воспринять только 20% по сути всего того, что вам говорят. И, разумеется, 20% от 100% марафона не работают так, как ожидается, грубо говоря. И тут уже не вина, скажем так, человека, который делал этот марафон, а больше вина тех людей, которые, там, предположим, отвечали за курирование вот именно самой подачи этого марафона. То есть формат надо было, предположим, там, изменить, и тогда было бы это более продуктивно. И по себе я тоже это знаю. То есть если я не вижу человека, который рассказывает, как правило, я хуже воспринимаю информацию. Особенно, если потом не идет какая-то проверка. То есть теоретически это можно компенсировать, если потом идет достаточно плотная работа с каждым человеком из этого марафона. То есть было аудио, и потом мы как бы проверяем, что человек усвоил. Он что-то заполняет, что-то делает, и мы видим ошибки, которые человек допускает, анализируем их и делаем вывод. Надо ли еще раз повторить или не надо еще раз это повторить? Понял человек или нет? Но в марафонах очень часто же есть вот этот вид курса, когда вы не берете дополнительную поддержку. Соответственно, вы просто прослушали, восприняли 20% этого марафона и такие сидите, думаете, фигня какая-то. Если честно, мне ничем не помогает. И ставите крест в принципе на марафонах.
но это тоже не совсем корректно. То есть тут надо исходить из того, насколько вы, во-первых, сами можете работать, во-вторых, насколько хорошо воспринимаете именно тот формат, который вы выбрали, и в-третьих, это насколько вы готовы самостоятельно что-то прорабатывать, потому что, ну, помимо того, что разобрать тему лекции, нужно еще после вот этих всех марафонов продолжать усердно работать. Именно поэтому вот у нас на марафоне есть поддержка, которая потом осуществляется на протяжении месяца для того, чтобы потом курировать вас, чтобы вы не сбивались с пути. Никто не говорит о том, что вам нужна пожизненная наша поддержка, но именно за этот месяц у вас входит в привычку там какие-то ритуалы, которые нужно проделывать там 3-4 раза в месяц для того, чтобы смотреть, ага, я вот на этой позиции, вот это я сделал, вот это не сделал, вот это мне надо, вот это не надо, я иду в правильном направлении, соответственно, я могу двигаться дальше. Или если вы на такой точке себя поймали, что вы ушли куда-то в бок от той цели, которую вы ставили, от той стороны, куда вы шли, вот в этом случае вам как раз нужна помощь специалиста, который вернет вас обратно, скажет, как дойти обратно и простроить вот этот путь до следующей точки, до точки там С, грубо говоря, чтобы вы знали четко по шагам, не путались и не устраивали хаотичные движения с огромными затратами энергии, но с нулевыми результатами. Вот, это то, что я хотела сказать. Вот. Что у тебя еще есть, что добавить? Я про недоверие, собственно, хотела сказать еще, почему появляется недоверие. Потому что один из аспектов этого, у нас сейчас по большей части происходит продажа информации. То есть в основном все продают информацию. Если раньше, допустим, книги, какие-то курсы, это было не очень доступно, то есть это были какие-то в библиотеках можно было прочитать, только вот там у преподавателей обучиться, то сейчас огромное количество книг, которые что-то говорят. Например, там только по астрологии бесчисленное множество книг, в которых можно это все вычитать. И, в принципе, человек сам может все это изучить. Если он прочтет 100-200 книг, например, то, в принципе, он поймет, как нужно там строить натальную карту или еще что-то. Но, с другой стороны, вот если вы не астролог, интересно ли вам, например, что такое там бисекстиль, нонагон, как по эфемеридам вычислить время рождения и различные другие какие-то вещи? Нет, точно так же, как ругательные слова. Эфириды, сказала? Эфириды? Эфемериды. У меня это сразу с испанским энфермера, которая связана с болезнью. Я не пойму, думаю, что происходит. Вот, то есть человек, который не астролог, это, в принципе, неинтересно. Точно так же, как мне, например, неинтересно, как работают там в машине что-то, ну, интересно в какой-то степени, где там какие винтики прикручиваются, мне это неинтересно. То есть мне нужны какие-то четкие, нужные инструменты. Но есть человек, который знает что-то в этой области. То есть, по сути, он точно так же изучил, прочитал книги, прошел обучающий курс и, собственно, через свой опыт это прокрутил. Это что касается узких специальностей, там астрология, психология, вот тот же самый архетипический портрет. Что касается различных марафонов по саморазвитию, чаще всего это происходит, и я наблюдаю это не один курс, не один марафон, когда человек прочитал несколько книг, например, по чем-то, по какому-то дисциплине, там, по планированию или какую-то книжку там по финансам даже, по любой дисциплине, по каким-то эзотерическим дисциплинам, прочитал пару книжек и решил дальше идти и кому-то что-то рассказывать, консультации может проводить, а еще, может быть, курсы проводить. То есть усомнил себя экспертом. Очень много таких было, в частности, со мной, по портрету еще на первом обучении, и там они буквально начинали конспектировать, через 1-2 занятия, в полной уверенности, что они уже знают архетипический портрет и могут отвечать на чего-то рассказывать. При этом то есть ты имеешь в виду уже за денежку? Да. Я поняла. Причем, суммы были уже не маленькие. Вот. Это неэтично, во-первых.
во-вторых, это непорядочно, и в-третьих, это, собственно, опять отпугивает от качественных специалистов, тех, кто мог бы прийти и получить помощь. Почему возникает, собственно, такое недоверие? Почему возникает вот этот вот ореол того, что не помогает эмпирические различные учения, что это все так как бы большой ореол мистики, и что это все непонятно что, то есть, возможно, здесь шарлатанов даже. Я не думаю, что здесь их больше, потому что даже, вот, например, в любой дисциплине есть свои недобросовестные специалисты. Я недавно буквально столкнулась с историей в Краснодарском крае, прочитала, как там какая-то врач там, пьяная приходила на операции, и она до сих пор работает в больнице, то есть много людей пострадали от недобросовестных действий. Скажем так, от недобросовестных действий, курсов, марафонов не такой сильный вред, но для кого-то это может закончиться, для, допустим, нежной психики, может закончиться. Ну, на самом деле, вот ты говоришь для кого-то, есть кейсы такие, их уже даже на Ютубе разбирали, я не помню, какой канал, онлайнер, по-моему, был, который приходила девушка, которая занялась саморазвитием и разрушила свою жизнь. Потому что когда ты в чем сложность того, что в Инстаграме мы продвигаем какие-то марафоны и продвигаются какие-то специалисты? Потому что очень сложно учить человека, у которого есть знания какие-то, реально наработанные кейсы и какие-то отзывы, потому что отзывы покупаются, кейсы воруются, и, соответственно, создать иллюзию того, что ты прекрасный, замечательный, просто потрясающий специалист, становится очень легко. Поэтому отличить настоящего специалиста от шарлатана становится все сложнее и сложнее. И людям элементарно не хочется тратить на это время. Это вот первый такой момент. Второй момент, что даже среди специалистов есть люди некомпетентные. У меня есть прекрасный момент, когда компания одна, в которой я проработала достаточно длительное время, привлекла к работе потрясающего специалиста, связанного с потрясающей же школой БМа. Я не буду называть фамилию, но не суть. Человек брал огромные деньги, в результате он разрушил структуру компании. На протяжении, за 7 месяцев ему удалось это сделать. И когда компания была в состоянии плачевном, он сказал, наверное, вы меня плохо слушаете, поэтому моя задача просто уйти и поставить вас в таком состоянии. Это тоже странно. Вот и получается, человек себя как бы снимает ответственность. Понятно, что мы даем рекомендации, и право человека ими пользоваться, прислушиваться к ним, не прислушиваться и как-то действовать. Но когда это уже идет персональная работа, когда у человека наработанное имя, когда платятся такие колоссальные деньги, там действительно хорошие очень деньги были, это странно как минимум. И когда ты понимаешь, что люди такого масштаба позволяют себе поступать вот так, то ждать какой-то ответственности от людей, которые берут, 2-3 тысячи рублей за какую-то консультацию или какой-то марафон, становится понятно, что, скорее всего, ее там не будет. Или будет, но на усмотрение этого человека. Тебе становится элементарно страшно. То есть, если вот такие люди обманывают, что сделает этот непонятный человек из Инстаграма, который там непонятно еще кто, и вообще я ему не верю, и все остальное. То есть, проблема именно в том, что проверка людей, к которым ты идешь, она сейчас становится очень сложной, потому что очень много путей обойти и отзывы, которые оставляются, потому что отзывы покупаются, они просто пишутся от руки. Я не знаю, рекомендации, которые передаются, есть маркетинг, который развит на таком уровне, что становится страшно, когда у нас там фильмы снимаются для того, чтобы какой-то продукт продвигать. То есть в современном мире такое количество шелухи, чтобы тебе добраться до какого-то одного ядра, тебе нужно приложить колоссальные усилия. Мне кажется, скоро появится курс по подбору других курсов, которым можно доверять, вот реально. Потому что, я просто сама с этим сталкивалась, когда даже на таких площадках, как Курсера, как какие-то институты, ты начинаешь выбирать курс, ты пытаешься понять, насколько он тебе подходит. Мало того, что это англоязычное пространство, на котором тебе, в принципе, тяжело сориентироваться, потому что у них немножечко другое представление о выдаче информации, так тебе еще и понять о том, что они не дублируются, достаточно сложно, особенно в рамках одной какой-то науки. И ты просто теряешься в этот момент. И я бы была прям благодарна, если бы мне кто-то сказал, слушай, вот есть отзывы на эти курсы, кто какую информацию получал, структурированно. Но благо, что там, в этих институтах, и в Гарварде в том числе, люди, не люди, а сами профессора, они четко прописывают программу, они дают посмотреть, что это и как, еще до того, как ты записался на эти курсы.
ну, на этот семинар, грубо говоря, или там на эту лекцию, на этот семестр какой-то. И это потрясающе, потому что ты видишь этого человека, у него есть имя, ты его знаешь не из серии «мне Вася его посоветовал, потому что сам проходил», а потому что этот человек, он здесь и сейчас. И, в принципе, одна из причин, почему мы будем проводить регулярно прямые эфиры, для того, чтобы вы видели, что мы живые, мы в своем деле действительно являемся профи, что это не какие-то там абстрактные Яны и Юли, которые где-то откуда-то взялись и точно так же туда пропали. У Юли есть потрясающе наработанные уже кейсы с людьми, которыми она помогла. У меня огромное количество работы, связанных как с компаниями, так и в качестве консультанта, так и в качестве нейрокоучера. Ну, то есть все это, оно наработано. Вот у меня там это... ну, реально лет 14 уже, даже не 13, уже 14. У Юли тоже там по времени это все длительно. То есть мало того, что это была теория, которая попадала из разных источников, это все еще отрабатывалось на практике длительное время. И на самом деле дело даже не в информации, вот ты говорила, там информацию, которую нужно получить. Получить информацию – это одно, а вот проверить ее – это уже другое. Потому что многие книги, которые пишутся и переводятся, опять же, они работают на англоязычную, предположим, аудиторию, но они не работают на русскоязычной аудитории. То есть, к примеру, ну, замечательный пример может служить книга «Не надо пофигизма», точнее, книга как там «Искусство пофигизма», по-моему, она называется, англоязычная. И потом же у нас Курпатов, такой знаменитый, в принципе, психотерапевт, написал книгу «Не надо пофигизма», потому что, типа, вот русским людям не сильно заходит такая история с пофигизмом, и он объясняет конкретно почему. То есть надо учитывать специфику отрасли, в которой ты работаешь, ну, как сказать, помимо отрасли еще там, я не знаю, что это за общество, что и как. То есть тебе нужно достаточно глубоко погружаться в каждого человека. И, разумеется, не каждый специалист готов к этому, особенно там блогеры-миллионники, которые делают какой-то чек-лист. Ну, понятно, что он не будет сидеть и вникать в жизнь каждого. Его задача вообще состоит не в этом, как-то делаются вот эти вещи. Это было импульсивно, как правило. Сделали чек-лист, продали, радуемся жизни, сидим дальше. Кому-то помогло, кому-то нет. Тоже спорный вопрос. Но если мы говорим про какие-то профессиональные курсы и профмарафоны, то, разумеется, нужно понять человека, погрузиться в него, проанализировать, от этого оттолкнуться, давать какие-то рекомендации. А просто всем единое, типа, давайте все дружно начнем хотеть машину Мерседес красную, как у соседа, ну, это вряд ли может работать хорошо и кого-то мотивировать всех подряд, скажем так. У меня, к примеру, может быть, мотивировала бы машину, как у соседа Мерседес. Но там у кого-то вообще это человек, который любит велосипед, и ему нафиг это не надо. Вот, поэтому, да, по поводу доверия возникает огромное количество споров, и за счет того, что все перешли на электронную платформу, ну, как сказать, в онлайн, в Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, я не знаю, там, Дзен и во все остальные площадки, становится очень тяжело понять, где есть какое-то полезное содержимое, а где это просто шелуха или там пересказ соседа, грубо говоря. Ну, Вот. а вот у тебя был опыт общения, опыт прохождения различных курсов. Что ты можешь сказать по поводу экспертности, причем достаточно известные слугу, и как осуществлялась поддержка? Не просто так рассказываем, что все плохие, мы хорошие. Не-не-не. Да, я могу рассказать, то есть у меня был опыт прохождения курса очень такого знаменитого, опять же, не буду его называть, и первоначально у меня был такой энергетический подъем. Тоже там, вот ты сейчас пояснишь, почему он у меня произошел, как раз про волшебную таблетку. То есть первоначально у меня был подъем. Потом, когда ты немножко остываешь, начинаешь раскладывать ту информацию, которую тебе дали на какие-то, ну, мягко говоря, этапы, ты понимаешь, что либо ты это уже знал, и тебе просто еще раз рассказали очевидную вещь, либо с твоей какой-то, как это сказать, позиции жизненной это не совпадает, поэтому ты это, в принципе, не можешь применить. И третий вариант – это то, что тебе там говорят о том, что сядь и желай. Это марафон желаний, ребята, что за курс могу сказать спокойно. То есть если когда тебе говорят просто сядь и желай, напиши себе первые 3 шага, ну, блин, первые 3 шага – это ни о чем. Первые 3 шага – это, я не знаю, неделя ваших действий, по сути. А там этих шагов еще будет 1050. Если вас никто не будет пинать дальше, вы так сядете и будете сидеть. Конечно, на какое-то время это дает мотивацию, конечно, какой-то заряд. Но очень быстро ты скатываешься на нет и идешь на следующий марафон.
На следующем марафоне тебя еще раз попинают, и ты еще какое-то время идешь. И это все время такой зацикленный процесс. То есть я уже, когда на второй марафон пришла, я уже поняла, что, типа, ну, мне так не вставляет, во-первых, потому что, ну, мне оно как-то не особо уже заходит. И, во-вторых, я поняла, что, как бы, ну, а ничего особо не меняется. То есть у меня не появляется там дикое количество энергии с четким планом, который мне дают. Соответственно, все остальное — это чисто моя работа. Так зачем мне нужен был марафон? Ну, первый, окей, меня замотивировало. Второй мне нужен был для чего? Чтобы убедиться в том, что мне дальше не нужно идти по марафону. Опять же, это чисто мой опыт. То есть я поняла, что для меня такая технология не работает. Как бы чисто мое мнение. Но вот это вот состояние, когда тебе дают чуть-чуть, и ты приходишь потом еще чуть-чуть, и потом ты еще приходишь еще за одной порцией, гормонально я его могу объяснить, опять же, как это происходит, и почему это хорошо продается, я тоже могу объяснить. Почему для кого-то работает, я тоже. Суть-то не в этом, суть именно в том, что нету такого марафона, который ты пришел один раз, тебе рассказали, ты все понял, и ты больше не приходишь на него. Почему? Потому что, ну, наверное, если задуматься со стороны предпринимателя, то это не совсем выгодно. Потому что если ты пришел один раз, все понял и ушел, с тобой можно поработать только один раз, и заплатишь ты только один раз. А нам нужно, чтобы ты привязался, советовал, и обязательно приводил друзей, у тебя были прекрасные, как это сказать, прекрасные воспоминания об этом всем. То есть, ну, со стороны предпринимателя это прекрасный ход, не давать все сразу, но вот со стороны человека, который потребляет это уже сложнее. То есть одно дело, когда ты открыто говоришь: ребята, вот есть такой-то, такой-то марафон или курс, но вам его будет, скорее всего, недостаточно, поэтому нам придется двигаться дальше, поэтому рассчитывайте, что у вас там это займет по времени полгода, будет 3, 4, 5, 6, 20 марафонов, которые будем проходить, и вот и все. Или как в нашем случае, когда мы сразу говорим о том, что, ребята, возможно, многим потребуется взять именно дополнительные потом консультации для того, чтобы сверить курс, что вы действительно поняли, как идти, и вы идете. И не в период одного месяца, когда проходит марафон, а именно после этого, на протяжении там 1-2 месяцев, взять там 3-4 консультации для того, чтобы сверить курс. Опять же, если человек хорошо работает с целеполаганием, хорошо понимает, что делать, возможно, это не потребуется. Но на примере человека, который это изучает длительное время, со стороны всегда виднее, когда ты сбиваешься с курса и когда ты перегибаешь где-то палку. Потому что одно дело еще достигать цели, а другое дело при этом не потерять здоровье, семью, друзей и все остальное. Потому что, к примеру, вот у меня склонность к тому, что если я начинаю тотально работать, то все остальное, оно просто где-то в стороне остается, и у меня начинает сыпаться здоровье, потому что я не сплю, я не знаю, от друзей я просто отказываюсь, потому что у меня не хватает времени, ну, там, про молодого человека я вообще молчу, он просто страдает. Вот. А со стороны люди это видят. А когда я сама, я же не могу это оценить. Поэтому мне тоже нужен человек, который меня оценивает и говорит мне, и корректирует. То, что Яна, ау, все, сосредоточились, и давай это как-то... Там вот надо отдохнуть, а тут вот надо поработать. Но ты давай не забывай отдыхать, потому что еще пару дней, и ты окажешься в больнице такими темпами. То есть тут важно еще то, что это всегда взгляд со стороны, который, ну, он все равно профессиональный, вот если брать наш взгляд со стороны на человека, он профессиональный и дает больше результат, чем, я не знаю, другу попросить посмотреть. То есть, чтобы вы понимали, я-то обычно прошу Юлю посмотреть, как там у меня дела обстоят, типа, не сильно ли я перегнула с какими-то позициями. Также у Юли у нас есть совместные какие-то цели, и если я вижу, что где-то что-то не то, я начинаю там, типа, Юля, давай продвигаться. И таким образом у нас получается... Супервизия. Да. Ну, то есть у нас такой идеальный тандем в плане сохранения какого-то баланса. И именно поэтому появилась идея этого марафона, идея этого проекта, потому что найти баланс, как правило, сложно, и найти человека, который вас будет балансировать, еще сложнее, который будет это делать профессионально, ну, я не знаю, мало у кого есть друзья профессиональные, я не знаю, психологи, нейрокоучи и все остальные, именно которые с наработанной практикой. Ну, про друзей мы уже говорили, что друзья не всегда помогают. Да. Ну, я имею нейрокоучинг, то там, в принципе, может все это работать. Там есть доля предвзятости, но ее легко убрать именно за счет того, что нейрокоучинг, он построен больше на целеполагании, рассказе о том, как у тебя правильно работает мозг. То есть, ну, там сложно быть предвзятым, ну, как бы это механизм. Тут уже сложнее. С психологией, да, с психологической стороны, конечно, когда ко мне обращается друг и говорит, меня обижают, я говорю, ах, они все неправы, а ты хороший. Это да. Поэтому на психологическую консультацию ты не возьмешь друга или меня, ты меня тоже посылаешь непонятно куда. В никуда. Так, подожди, что нам написали? Интересно, что за курс? Я ответила. Про какой фильм для продвижения марафона? Да.
Это вообще интересная история. Я не хочу ее затрагивать, потому что, мне кажется, ну, есть люди, которым это все хорошо и замечательно, но моя точка зрения по этому поводу негативная. Собственно, почему все это работает? Почему эти курсы такие привлекательные? Почему марафон такие привлекательные? Самое простое сравнение — машины. То есть сейчас все это делается машины. Как делаются машины? Даже там какие-то болтики, какие-то там резиночки делаются такие, которые одноразовые. То есть чтобы эта деталь быстрее вышла из строя, и чтобы человек быстрее пришел ее ремонтировать. Кроме того, техобслуживание стоит в машине сейчас, ну это просто неоднократно на опыте выяснено, что вот какая-то деталька, которую можно было сделать, например, там, железной, вот, ее делают там пластиковые, которые выходят из строя буквально там через 5 лет, и то и раньше, через зачастую сейчас техобслуживание стоит гораздо больше, чем сама машина. Почему? Потому что ты машину один раз купил, и все, и как бы, ну, там, когда-то ты ее починишь. По такому принципу построены машины, там, 84-го года, которые до сих пор ездят. Ты их починил, они нормально ездят. А машина, которую сейчас покупают 3 года, и ты ее скидываешь, потому что, ну, как бы она уже недостаточно хорошая, или ты будешь постоянно вкладывать деньги в ремонт. То же самое с принтерами сейчас очень часто происходит. Принтер зачастую стоит не так дорого, как стоят расходные материалы. И картриджи стоят безумно денег. А все сделано так, там построены чипы, чтобы нельзя было перезаправить, например, картридж. То есть ты должен покупать новый картридж. Хотя, казалось бы, ну, сделать направляющийся картридж. Это же утечка денег, скажем так. То же самое происходит и с курсами. Почему мы хотим всего этого быстрее, вот, быстрее какого-то результата? Потому что темп жизни увеличивается, то есть человек хочет, например, квартиру, машину и хочет уже вчера, то есть как бы не завтра, там, не через 5 лет, а вот хотелось бы уже вчера. Соответственно, нужно что-то вот срочно, что вот что-то, вот какую-то волшебную таблетку съесть, что-то такого съесть, чтобы сразу помогло. Соответственно, мы ищем, опять же, так же, как по принципу изучения языков, что-нибудь такое быстрое. Какие-нибудь курсы, которые помогут. Вот я сейчас пройду марафон за 7 дней, пройду марафон желаний, и у меня все это сбудется. Приходит человек, там, ему рассказывают, что ты там такой замечательный, у тебя там солнце в 8-м доме, значит, у тебя будет много денег, или там императрица, или еще что-то. А человек после того, как его там 30 лет вообще никто не слушал, что ему нужно, и тут вдруг его услышали, он получает какой-то быстрый кайф, вот это вот восторг, восхищение, боже, это так прекрасно, я про себя только всего многого узнал. И он в голове уже там, да, нарисовал себе какие-то красивые картинки, там, как все замечательно, хорошо. Но тут вдруг проходит, то есть первый вот этот вот восторг прошел, то есть проходит, я не знаю, там неделя, 2, и кайф закончился. То есть надо еще как бы пойти куда-то. То есть, ну, а что делать? Там не рассказали, что делать надо, или как бы не очень хочется. То есть я рассчитывала, что вот сейчас мне все расскажут, и я вот сейчас прям все через 7 дней будет. А не получается так. А кайф-то какой-то испытали, то есть приходится еще идти на один марафон. Плюс еще такая фишка, что у кого-то, может быть, это выстрелило, чисто потому, что он, ну, как бы достаточно сильный человек, то есть ему вот рассказали, просто направление дали, и он как терминатор пошел, сделал, у него все замечательно, все хорошо. То есть здесь дело даже не марафона, например, что вот за 7 дней, потому что, ну, нереально получить быстрый результат за 7 дней. То есть это всегда долгая работа над собой. Ну, как минимум полгода. А даже привычка устанавливается там не за 21 день, а за 40 дней. То есть это все равно долгая работа над собой. Поэтому у него просто ему дали направление, что-то подсказали, у него получилось. И он пишет восторженные отзывы, как замечательно у меня все получилось. Человек, у которого ничего не получилось, думает: так, почему как бы у всех получилось, а у меня нет? Наверное, что-то со мной не так. Надо написать, что у меня тоже все получилось. В какой-то момент он начинает верить, что у него действительно все получается. Вот эта вся жизнь какая-то происходит в голове, а по факту ничего не происходит. В итоге ты постоянно начинаешь ходить по разным курсам, вот, восполнять, и тебе кажется,
меняется, а по факту ты стоишь на месте, у тебя там все та же машина, но тебе, возможно, уже кажется, а может быть, она мне не нужна. Нет, уже 21 день, за 40 дней как минимум, а то у кого-то может быть и больше. Это вот я на себе испытывала 21 день, как бы, ну это вот только вот примерно, а дальше идет закрепление, когда у тебя это уже входит в автомат. То есть за 21 день ты просто привыкнешь себя тюкать, что-то делать. Вот. Ну, я могу начать объяснять, по какому принципу работает привычка, но тогда у нас эфир точно затянется. Это зависит все от типа мышления, которое работает. У всех людей Вот. по-разному, поэтому можно Собственно, проанализировать отдельно, просто и посмотреть. Ага, извини. Собственно, поэтому и вот эти все курсы привлекательные. И как бы, особенно если тебе там говорят какой-то хороший, замечательный, если тебя хвалят, если тебя там, а человеку действительно не хватает внимания в каких-то других областях, там, от близких, от родных, на работе, а если тут тебя еще хвалят, понимают, то, конечно, человек будет ходить постоянно между этими курсами. На самом деле достаточно какого-то одного, там, одной системы, ну, максимум двух, если ты не понял, в первой закрепить, во второй. Достаточно одной какой-то системы, и, в принципе, главное усердие и труд, работа над собой, желание что-то изменить. Вот и все. Ну, я вот хотела еще сказать такой момент, что многие такие марафоны, они собирают как бы кружок по интересам. То есть, ну, вот как плюс вообще, в принципе, всех марафонов, которые работают как все равно эффективно достаточно, это то, что люди собираются в круг по интересам. Соответственно, у вас появляется огромное информационное поле, в котором вы все работаете. Если люди все целенаправленно двигаются к своим целям, вы все единой такой толпой начинаете двигаться. И самое интересное, что каждый из вас за счет того, что вы информацию совершенно из разных источников берете, как правило, и приносите ее вот в это сообщество, вы наполняетесь очень быстро огромным количеством информации. Но, как говорится, для того, чтобы эту информацию переработать, осмыслить, время, когда вы никакую информацию не получаете. Но окей, хотя бы хорошо работать на то, что вы оказались в информационном поле, которое вам уже дает пищу для размышлений. Потому что, ну, на самом деле, на просторах интернета можно найти все. Вот можно освоить сейчас любую профессию, если задаться целью и целыми днями во что-то вникать. Это тоже отдельная история про то, что есть специалисты с корочками, которые ничего не знают, а есть специалисты без корочек, которые знают гораздо больше других специалистов. И при желании, действительно, в современном мире с безграничными возможностями по доступу к информации, можно освоить любую профессию. Для этого нужна структура, время и желание. В принципе, все. Но нам нужно, чтобы кто-то рядом с нами шел в том же направлении, кто-то нам говорил, как нам выстроить эту структуру, кто-то давал нам какую-то помощь, тогда нам гораздо лучше идти. Ну и самое главное, чтобы кто-то на нас реагировал и говорил нам: ты молодец, все хорошо, ну или каким-то образом нас поощрял. То есть это дополнительная внешняя мотивация, к которой все люди привыкли с детства, когда у нас есть внутренняя мотивация, которая у нас с детства работает, мы же начинаем ходить не потому, что нас родители подбадривают, а просто потому, что мы начинаем ходить. Есть внешняя мотивация, когда, к примеру, тебе говорят, ты будешь хорошо учиться, я буду давать тебе 500 рублей за каждую хорошую оценку. Вот внешняя мотивация заработала. И мы настолько подсаживаемся на эту иголку внешней мотивации, что нам во взрослом возрасте очень часто важно, чтобы нас поощряли, гладили по голове и говорили, какие мы хорошие, и тогда мы чувствуем какое-то удовлетворение. Но вот этот кружок по интересам, он выполняет и закрывает эту потребность, и в нем прекрасно двигаться. То есть, возможно, если бы я не погрузилась в свое время в круг людей, которые занимаются предпринимательством, которые занимаются бизнесом, которые выстраивают свою карьеру, которые увлекаются какими-то когнитивными процессами, которые происходят в нашей голове, возможно, я до этого никогда бы не дошла. Но так я погрузилась в эту среду, на меня набросали сначала огромное количество информации, я походила и попереваривала, потом мне стало самой дальше интересно в этом двигаться. И я осталась в этом сообществе. И это сообщество очень долго меня двигало на протяжении 3 лет. Началось все вообще с собак. Началось с нейробиологии собак вообще. Первые какие-то шаги. Вот, поэтому плюсать, то есть хотя бы вот в таком виде, они хотя бы указывают, в какую сторону идти. Но, как правильно Юля сказала, если у вас не хватает какого-то своей внутренней мотивации, своего внутреннего стержня для того, чтобы закрывать те потребности, которые вам там, ну, потребности, которые у вас есть, или там цели, которые вам поставили, или которые вы сами себе поставили, вот именно степ-бай-степ, то вам будет нужно
вот это дофаминовое короткое счастье, каждый раз приходить на марафон, радоваться, что все хорошо, радоваться, что все рассказали, все будет отлично, и дальше уже дофамин снижается, и вы так постепенно приходите к тому, что вам нужно оно еще. Работает это очень хорошо. Окружение Ну, очень много если... решает, вот, со мной соглашается. Да. А если коротко сказать, то есть как все-таки понять, добросовестный специалист или нет, как ты думаешь? Или там курс, марафон и так далее? Ну, с моей стороны, я пришла именно к тому, что мне тяжело, если я не вижу напрямую человека. То есть если я не вижу прямые, ну вот опять же, как прямые эфиры, к примеру, мне очень тяжело доверять человеку. Если этот человек, у человека много отзывов, то, конечно, на меня на подсознательно, даже те моменты, которые я отрицаю в силу там своего какого-то опыта работы со своим вниманием и с мозгами, каждый раз, когда я вижу большое количество подписчиков, большое количество отзывов, хвалебные отзывы, конечно, на меня это тоже влияет в определенной степени. Но я стараюсь подходить, у меня такой есть списочек, к которому я иду и пишу там типа вот это хорошо, вот это там не очень хорошо, вот это там было замечено, вот это не было замечено. Я стараюсь найти как можно больше информации о том, какой был опыт у этих людей, ну, у людей, я имею в виду клиентов, которые прошли эти марафоны, и плюс я пытаюсь максимально понять структуру этого курса. То есть, особенно когда у тебя достаточно много уже информации в голове, найти что-то новое в виде курса становится все сложнее, потому что люди обычно берут простую информацию и приводят ее в вид марафона. А когда тебе нужно узкоспециализированное что-то, вот с этим уже гораздо сложнее, потому что это не пользуется популярностью, это плохо покупается, потому что это сложно, мы все любим простоту, и наш мозг не особо жаждет выращивать новые нейронные связи для того, чтобы что-то понимать. Поэтому у меня это такая, ну, у меня подготовка для того, чтобы я нашла какой-то марафон, подготовка занимает, как правило, где-то месяц для того, чтобы я как-то всю эту информацию собрала. Поэтому в какой-то момент я пришла к тому, что, ребята, я лучше буду читать книги, пускай они будут на других языках, пускай я буду очень медленно их проходить, но я буду идти через них. Я не беру марафоны сейчас никакие, я беру только семестры в каких-то институтах, потому что вот, ну, как-то у меня все равно пока сердце лежит к тому, что в институте, когда я вижу профессора, когда я вижу, как он вживую читает, когда я вижу, что достаточно много открытых уроков с этих институтов, которые дают их бесплатно, совершенно, ты можешь все прослушать, ну, потом я с большей вероятностью приду к этому человеку и куплю у него какой-то там, ну, в этот институт и куплю там семестр какой-то. То есть, наверное, еще вот положительный опыт пользования бесплатным продуктом этого института может привести меня к покупке семестра. Вот, наверное, тоже такое, ну, важный для меня показатель. Вот. Ну, А у тебя? я считаю, что самый важный, наверное, показатель, что человек не обещает быстрого результата. То есть он может сказать вам, что вы можете, ну, например, там, понять направление за неделю, там еще что-то. То есть какой-то кусочек за короткий срок он вам предлагает, но он вам не говорит, что там за неделю вы измените свою жизнь или там за месяц. То есть если вам специалист предлагает какой-то быстрый результат, то туда лучше не ходить. Неважно почем, то есть это не Ну обязательно. вот, Да, марафоны попроще. марафоны попроще, но, говорю, в марафонах дать, вот в чем моя проблема сейчас, когда мы уже пишем материал марафона, потому что сложно, курсы, да, сложно именно, как это сказать, сложную информацию дать в таком формате, чтобы было ее легко воспринимать, потому что каждый раз, когда начинаешь людям говорить, ну вот, там, нейроны, синапсы, все дела, все на тебя люди смотрят и думают, господи, когда она заткнется и когда скажет что-нибудь, что я могу использовать. Поэтому, к примеру, часть научных терминов я просто не использую, потому что нет его смысла, вам не это интересно, вам интересно, как это использовать. Ты больше ведешь, уже переходишь в когнитивную часть, работает внимание, и уже что у вас есть мозг, в котором есть как это работает. Да, это обозначает всю информацию о мозге, но при этом я рассказываю, как это использовать. И, разумеется, это проще, использовать это можно будет быстрее, внедрять в свою жизнь быстрее, что является плюсом. Но именно действительно в плане марафона люди и думают о том, чтобы информация была максимально просто устроена и максимально легко воспринималась. Это да, так и есть. Но это влияет, опять же, на то, что вы не понимаете всю совокупность, вы берете только именно то, что работает. Это экономит время. Очень хорошо. Так, ну, наверное, нам надо еще, если есть у кого-то вопросы, потому что в общей сложности мы уже целый час вещаем.
с перерывами, с перерывами из-за проблемы с интернетом. Ребята, если есть у кого-то вопросы, задавайте, с радостью ответим. Вот мне написали, что обоих хорошо слышно и видно. Вот к 3 часам интернет тоже проснулся просто. Но у меня к 3, у тебя к 11 получается часам. Так, ну, наверное, никаких вопросов нет. Я просто смотрю здесь у нас в переписке. Вроде ни у кого ничего не было. Жду ваш курс, как никогда ничего в жизни не ждала. Это замечательно. Мы, я думаю, уже на последней неделе сентября объявим точную дату, когда будет начало, и поподробнее расскажем про то, как будет проходить сама структура этого. Точнее, расскажем саму структуру и как будет проходить этот курс, на какой платформе, куда идти, что делать, куда бежать. В общем-то, для того, чтобы записаться к нам на курс. Расскажите еще раз про курс. Юль, давай ты. Ну, я свою часть сначала расскажу. То есть то, что касается меня, я выбрала, естественно, это будет на базе архетипического портрета. Мы будем... Вот, собственно, моя часть, вот последний вопрос, как понять, чего ты хочешь и поставить цели. Моя часть будет про то, как понять, чего ты хочешь, а Янина часть, как поставить себе цели и к ним прийти. То есть, естественно, моя часть будет построена на архетипическом портрете. Естественно, не нужно всем знать, то есть там очень много позиций, более 30, наверное, позиций в портрете. Нет штук, а позиций. И я выбрала несколько позиций, которые достаточно важны для, ну, наверное, которые должен знать каждый человек. То есть человек знал, как ресурсное состояние, про что он вообще, какие маски он носит, то есть что ему мешает в социальной жизни. И как это все соединить немножко с профессиональной сферой. Ну, для каждого человека мы будем разбирать, какие сферы более актуальны и на что нужно обратить внимание, чтобы обрести какой-то определенный профессиональный сфере, потому что у всех там разные рекомендации могут. Да, моя часть как раз про то, что как правильно вот в тех сферах, которые обозначила Юля, поставить цели, дойти до этих целей и при этом там сохранить определенное нормальное психологическое состояние, определенное физиологическое состояние, потому что я в свое время обжигалась именно на этом, и мне кажется, я достигла бы гораздо больших успехов и гораздо раньше, если бы кто-то мне когда-то рассказал, что там спать 4 часа в сутки – это не самая продуктивная тема. Можно, конечно, спать и 2 часа в сутки, и тогда будет еще менее продуктивная тема, хотя в нашем обществе пропагандируются абсолютно другие вещи. Или, предположим, там, с едой. То есть для меня еда, она долгое время была там типа, ну, шоколадку с кофе съела, и слава тебе, Господи, побежали дальше. И я никогда не задумывалась о том, что есть какая-то связь между производительностью моего мозга и тем, что я ем. То есть я об этом никогда не задумывалась там, в тот момент, опять же, пока это там в определенные моменты выгорания я не понимала, что происходит, в какой момент это происходит. И вот только изучая огромный какой-то пласт различных научных книг, ты понимаешь, что там есть твое тело, которое влияет на твой мозг, собственно говоря, который является частью твоего тела, так, что ты можешь куда-то просто не прийти из-за того, что ты по дороге просто перегоришь. Перегоришь именно в плане, у тебя не будет сил, у тебя не будет никакого хотения, вот как раз вот, что ты хочешь, ты можешь ничего не хотеть именно из-за того, что у тебя такое состояние, ты настолько измотан и изношен именно в плане физиологическом, что ни о какой постановке цели, ни о каком там развитии речи быть не может, тебе надо восстановиться как следует, отдохнуть, передохнуть, изменить полностью свой образ жизни, пересмотреть свои приоритеты и двигаться уже дальше. И это прям вот первое, что надо делать, это просматривать просматривать свою обычную ежедневную рутину. То есть, к примеру, сколько у вас там токсичных есть каких-то занятий, такие как там скроллинг в интернете, я не знаю, там просмотр сериалов, еще чего-то. Я не говорю, что все это плохо, я говорю, что в неограниченном количестве это все действительно плохо влияет на наше состояние, когда мы можем там размышлять. Потому что, читать и получать информацию, это не значит, что у вас появляются свои собственные мысли. Вам нужно время, когда вы, извините, наедине с самим собой сидите и генерируете какие-то свои идеи по поводу той информации, которую вы получаете. В общем, не вдаваясь в детали, учитывая все вот это, я как раз расставляю цели, говорю по срокам, когда это реально самое минимальное по времени получить,
помогаю вам сориентироваться в сроках, потому что мы очень часто переоцениваем себя и говорим, я могу продуктивно работать 8 часов в день. Потом ты смотришь на это, ну, говоришь, 8 часов точно ты не можешь концентрированно работать. У нас есть какие-то физиологические пределы, и они у людей одинаковые, там, в 99% случаев 1% это люди с отклонениями, это гениальные ученые и все остальные люди, сумасшедшие в то же время. Вот. И с ними, конечно, по-другому работается. Ну, такие люди редко попадаются в обычной жизни, то есть вряд ли эти люди сидят и ищут какие-то курсы, которые им помогут, потому что у них свой путь, своя зона развития, у них там все по-своему, и мир они видят тоже по-своему. Я думаю, Юля понимает, про кого я говорю, есть такие люди. Ну, Вот. и формат, как раз то, что мы говорили, аудиоформата, я думаю, что практически не будет, то есть это будут или прямые эфиры и какие-то записанные видеозадания. Потому что аудиоформат я тоже понимаю плохо, и я не понимаю, как можно в марафонах проводить просто аудио. Плюс там домашние задания, которые будем проверять, возможно, на платформе, то есть которые, ну, доступ к следующему уроку дается после того, как вы выполнили предыдущий. Да, ну и надо иметь в виду, что Юля у нас все-таки добрый, позитивный астролог, а я не самая добрая и не самая позитивная. И, ну, к сожалению, именно то, что касается научной части, ну, я в каком-то смысле тоже, но тем не менее. То есть у меня такое достаточно жесткое видение, и когда я вижу какие-то вещи, которые действительно противоречат вам, я реально понимаю, что они вам будут вредить, я про это буду говорить, ну, не в манере «хотелось бы, чтобы там что-то», а, пожалуйста, этого не делай, потому что могут быть вот такие последствия. Ну, то есть все-таки то, что касается эмоциональной части и каких-то эмоциональных решений, конечно, я могу вас поддержать всячески и помочь, но, тем не менее, у меня достаточно жесткая часть, потому что все мы очень ленивые, нам еще кажется, что мы такие классные, офигенные. Когда ты начинаешь смотреть, что человек делает, ты говоришь, что там... Бывает же обратная сторона. Помимо трудоголиков есть и ленивцы, которые никуда не хотят двигаться, или там ставят себе цель, которую можно выполнить за неделю, там типа помыть посуду 6 дней в неделю, они растягивают себе ее на год, чтобы, знаешь, там это методично это сделать. И тоже, ну, таким людям не хватает, как я обычно говорю, волшебного пенделя для того, чтобы кто-то им сказал: ребята, это можно делать быстрее. Когда? Вот там не сидеть по утрам, не смотреть ВКонтакте до бесконечности, а встать, пойти и сделать. Вместо токсичного занятия сделать то занятие, которое тебя будет продвигать хотя бы чуть-чуть вперед к твоей цели. Ну, это к примеру. Вот. Да, идеальный тандем. Это типа, ну, я так чувствую, будет группа у Юли, которая будет жаловаться на меня просто приходить. Ну, что касается тандема, тоже там с астрологической точки зрения у меня по стихиям вода и земля, а у Яны огонь и воздух. Да, кто меня знает лично, знает, что я очень эмоциональная, очень вспыльчивая, и, в принципе, от меня всегда огромное количество реакций, я всегда очень быстро что-то выдаю, и потом точно так же быстро успокаиваюсь. Я могу посмеяться, поорать, потом опять посмеяться. Разумеется, ну, с вами я не буду так делать, потому что это некорректно будет с моей стороны. Но именно в жизни те, кто меня хорошо знают, они прекрасно представляют, что у меня за характер, и понимают, когда я говорю про то, что я буду жесткая, что это, ну, это мое направление, и здесь не всегда получится быть мягкой, и, ну, просто по характеру, по своему я такая, что мягкость не совсем моя черта. Хотя я действительно иногда стараюсь прям быть мягонькой. Но не очень получается, Юля. Так, какие еще вопросы? Так, никто об этом не думает, пока в больницу не попадет. Да, я как человек, который трижды на это натыкался, ну, пересмотрел свои позиции по жизни. Что сложнее, понять свои желания или поставить цели? Да, я согласна, что там непонятно, что из этого сложнее. Вот и вместе будем разбираться. Так, ребят, у кого есть еще какие-то вопросы? Когда старт? Ну, у нас, конечно, будет это понятнее уже ближе к концу сентября, но ориентировочно, Юля, какая дата у нас? Ну, где-то в 20-х числах октября. Ну да, где-то так. То есть мы планируем дописать его, отработать один раз, погнать между друг другом, поэкспериментировать, и после этого уже стартовать вместе с вами. Нам точно так же нужно, мы уже выбрали площадку, на которой все будет это проходить, понадобится какое-то время, чтобы все это загрузить, ну и для того, чтобы записать какие-то вещи, ну и распределить время для прямых эфиров, потому что есть такой момент, что у нас немножечко разные у всех
временные зоны. Разумеется, в записи всегда будет доступно, но я знаю, что многие любят смотреть именно прямые эфиры, поэтому нужно будет еще как следует подумать над тем, в какое время будут проходить эфиры. Потому что у меня, к примеру, от Москвы время отличается на 4 часа, и иногда бывает сложно, предположим, вечером, когда многим удобно воспринимать информацию. То есть выйти для меня в 11 часов ночи в эфир и рассказывать про цели, ну, я там сама уже, по-моему, не буду особо ничего соображать. Поэтому ну, вот такие вопросы чисто организационные надо порешать уже, и после этого мы точно назначаем дату и все это запускаем. Вот. Ну, больше информации, я думаю, мы выложим уже, вот, как я говорила, на последней неделе сентября. То есть мы четко распишем, там все будет и по датам, и по тарифам, которые будут, и по площадке, и по структуре, и по всему остальному. Поэтому обязательно подписывайтесь и смотрите сторисы, мы обязательно все выложим. Ну, давай, наверное, завершать. Вот. Раз вопросов больше нету. Больше нету. Всем спасибо большое, кто пришел к нам на утренний, а-ля дневной, если говорить про Пхукет, эфир. Вот. Спасибо вам большое за внимание и за поддержку. Все. Всем пока-пока и хорошего выходного. Пока-пока.